Всем привет! Меня зовут Руслан, канал Лечу на рыбалку, и у меня спиннингизм. Но сегодня опять мы не об этом. В предыдущем ролике мы обещали показать вам, как устроен ночной быт в нашем круизном катере, ну или моторной яхте, как пожелаете. Сзади у меня целая жизнь. Бубочка смотрит фильм, Яна переписывается по поводу работы. Сейчас я вам потихонечку все это буду показывать. Но вначале о самом главном для ночного катера, в первую очередь, нужен грамотный свет. Любое судно разделяется на три основных зоны. Это нос, middle, да, кокпит, так называемый, и корма. Соответственно, все эти три зоны, они используются по назначению. Чаще всего на носу можно поваляться, ну в данном случае, да, на нашем катере, поваляться, там, днем позагорать, ночью позазерцать звезды. Кстати, вид обалденный, но сегодня облачка, поэтому я, к сожалению, вам их не покажу. Вот, в кокпите идет приготовление чего-либо, да, то есть можно даже взять ноутбук, поработать. Я вот, собственно, планирую сегодня потратить минут 15-20 на это дело. Вот, ну, сегодня у нас выходной, отдыхаем, вот, но кое-какие задачи все-таки присутствуют. Вот, и кормовая часть, то есть здесь чаще всего происходит рыбалка, в том числе в ночное время. Вот, хотя и на носу рыбачить ночью тоже очень удобно. Поэтому давайте сейчас начнем с кормы. Я покажу вам, как я организовал освещение. Так, я надеюсь, вам не будет слепить. На корме я поставил на крышу, опять-таки, да, вот в чем преимущество жесткой крыши, вот такие фонари. Они работают как с кнопочки. Вот так вот сделаю немножечко. О, выключу, отлично. Вот. Также, соответственно, здесь есть датчик движения. Это очень удобно. Если вы, как говорится, отрыбачились, допустим, на корме, ну или, в принципе, вы по какой-то причине ее покинули, то там через секунд 20-30 фонари отключаются. Вот. На мой взгляд, обалденно. Они работают на солнечных батареях. Да, то есть вот здесь получается солнечная панель. Она заряжается. Ну, в Таиланде круглый год света достаточно, поэтому это не проблема. Вот. И вот такой вот фонарик на светодиодах может гореть почти всю ночь. Ну, так как он выключается, да, и включается, то на ночь вполне себе хватает. Вот. Пойдемте смотреть дальше, покажу, как организовано освещение на миддле в кокпите. О, как я вам и говорил, в кокпите целая жизнь. Яна там что-то варганит. Да, всем привет. Вот да. такой у нас сегодня вкусный, сочный ананас. О, а дашь мне кусочек? Погоди, надо с него Так, ладно, подожду. по тайской технологии. Ланочка вырезать. смотрит покемонов. Классика, уважуха. Ну, у нас там внизу цветомузыка. Прикольно. Ланочка, нравится тебе на катере ночью? Да? Ну, отлично. Свет в кокпите организован с помощью такого пультика. Очень удобно. Получается, наверху стоит основной фонарь. Его можно ставить на режим вот, авто. Ставите, и у него тоже датчик движения срабатывает. Да? То есть, если вы заходите, он, соответственно, загорается. Это вообще обалденная вещь. Ну, приличная экономия, аккумуляторы долго живут. И самое интересное, что вот этот фонарь, он полностью автономный, потому что у него идет провод к солнечной панели, которая установлена на крыше катера. Вот, поэтому он не жрет аккумуляторы основные. Ну и вы постоянно со светом, это очень круто. Вот. Ну и на пульте есть всякие режимы, то есть, например, вот можно полностью отключить свет. Вот, видите, все испугались. Вот. А ничего страшного, потому что есть кнопочка ON. Нажимаем на ON, свет загорелся. Вот. И, кстати, вот здесь вот тоже периодически фонари гаснут. Я вот сейчас махну рукой, и фонарик еще один загорится. А, нет, он уже горит. Нет, сейчас загорится. Что такое? Я его нажал, выключил на кнопку. Но его нужно включить вначале, да, а только потом он автоматически перейдет в сенсорный вот этот режим, да. Ну, вот, поэтому не забывайте на кнопочку нажимать, но это не проблема. Пойдемте дальше. Так, здесь у нас рулевая зона, это все понятно. Тут и холод, кстати, тоже можно включить, он тоже какое-то освещение дает, но в целом довольно-таки светло. Вот. Тут по катеру есть всякие такие вот лампочки небольшие. Они нужны для того, чтобы вы могли шагать в ночное время и ни обо что не спотыкаться. Так, далее. Вот так вот у нас организовано пространство в каюте. Каюта довольно-таки здесь приличных размеров. Вот. Ну, так как здесь зона для сна в основном, вот, здесь вот такие вот по бокам установлены фонарики.
вот, но они уже работают от основных аккумуляторов. Вот, свет поджирает, но мы их надолго не включаем, я включил только сейчас вам показать. Ну или книжку можно почитать, поваляться, что, собственно, неплохо. Давайте покажу вам туалетную комнату. Открываем. Если, как говорится, ночью приспичило, то свет здесь тоже есть. Но достаточно яркий, тоже работает от основных аккумуляторов. Но так как редко его включаем, да, поэтому он, ну, как говорится, аккуму не высаживает, проблем никаких не создает. Вот такое вот все яркое и удобное. Давайте позовем Яночку и попросим ее разместиться в каюте, вот, для того, чтобы было понятно, можно ли здесь поваляться и почитать книжку. Так, зовем Яночку. Ян, ну хватит жрать-то, ну елки-палки. Ну, Так я не для себя. ну что там тебя люди ждут? Я же для тебя. Ты для меня? Да. Дай бог тебе здоровья, родная. Ну-ка, давай покажем, как ты здесь можешь развалиться. Бери подушку. Так, ну самый удобный способ это прилечь. Вот так. И фонарик у тебя там есть, да, под головой? Фонарик, да, при желании можно почитать. Ну, прикольно. Ну, смотрите, Да. места хватает. Вот здесь вот эти, если подушки убрать, то вон там, видите, сколько еще места остается. У меня рост 164. Ну, да ты мелкая совсем. Ну, у меня 180, я влажу, и еще место остается. Более чем. Ну-ка, давай-ка, почитай там книжку. Что ты читаешь? Занятие по английскому для 6-летних детей. Отлично. Не, все Да. отлично видно. Можно, Ну, тебе да. удобно здесь лежать? Очень. Света достаточно? Да, да. Все отлично видно. Вот не знаю, видно ли в камеру, но читать совершенно спокойно. Можно. Да, вообще крутяк. Да. Я тоже вот, мне очень понравилась вот эта вот каютная зона. Сейчас я вам еще одну зону покажу, тоже где можно спать. Там, насколько я помню, тоже свет есть. Вот. И вот здесь вот на всякий случай еще продемонстрирую классный люк для проветривания. Он, кстати, не один. Вот тут О, кстати, можно ты открыла прям, разные режимы. Да, и прям сразу прям свеженьким потянуло. как будто Вот. кондиционер заработал. Здесь нет какой-либо духоты, то есть у нас даже бывали случаи, когда нас продувало, да? Расскажи. Да. У нас, мы когда в первую ночь были не очень подготовлены, у нас как-то так даже укрыться было нечем. Да, мы широко открыли этот люк. широко и замерзли. Да, и ночью получается, если широко его открывать, то из вот этого высокого угла как бы ветер прям сюда вниз задувает. Вот. Поэтому тут духоты точно нет. Вот такого режима, на мой взгляд, достаточно. Но здесь можно что угодно подложить, вот, и будет вполне себе. То есть вот эту щелочку можно, собственно, уменьшать. Ребят, сейчас извинитесь, отвлекусь буквально на минуточку, иначе сожрут весь ананас без меня. Ну вот он, родненький. Здесь, кстати, на Пхукете обалденные ананасы. Вот это еще не самый вкусный. Надо покупать прям маленькие ананасики. Они вот такого где-то, ну, в кулак размера. Ребята, сладкие, просто красота. И совсем забыл, ребят, это мусорка. То есть, если обратите внимание, вот стол, да, вот мусорка. Это очень удобно. Здесь, допустим, что-то нарезаете, готовите и так далее, да, ну или жуете какие-то батончики, там, что угодно может быть. Вот, и можно рукой прям дотянуться. Ну, немножко бывает далековато, да, но ничего, как бы, кто поближе сидит, вот, сюда прям дотягиваетесь и все это дело выбрасываете. Вот. А потом перед уходом все это собирается, в катере чистота, и самое главное, что в воду не попадают пакеты. Очень прошу вас, не выбрасывайте пакеты в воду, вот, потому что действительно, к сожалению, погибает очень много морских черепах. Очень красивые животные, мне они честно нравятся, здесь на Пхукете они еще есть, пусть плавают, вот, пусть радует глаз. Вот, к сожалению, они принимают пакеты за медуз, начинают их поедать глупенькие, вот, в результате у них заворот кишок, и они просто погибают вот такой вот мучительной смертью. Жалко. Будем беречь природу как сможем. Не все пакеты должны оказаться в море, верно же? Пользуясь случаем, вам тут заодно покажу. Вот такие вот на борту есть оснастки. Ну, здесь можно любой груз повесить. В данном случае здесь, по-моему, полкилограмм, да, 500 грамм. Ну, вот, и вот такой вот поводок на толстой леске. Но можно делать из флюра. Ну, вот, это не так, конечно, все равно эффективно. Здесь металлический поводок, такой резиновой оплеточки. Вот, и вот такой вот, ребят, солидных размеров крючок. Вот, ну, сюда креветка или кусок рыбы, или живец. Вот, и это для больших глубин. Ну, до данной точки не очень подходит, вот, потому что на дно желательно не опускать, да, то есть нужно опустить придонный слой.
Ну, для этого как раз полкило грузик, да, такой тяжелый. Вот. И поводок 1,5 метра. То есть вот этот поводок, он должен в воде естественным образом вот так вот планировать, развиваться и так далее, да, чтобы рыба ничего не заподозрила. Вот. И длинный поводок также нужен для того, чтобы рыба могла спокойненько, без какого-либо натяжения, да, и веса груза приманку заглотить. Вот. Потом она уплывает, получается, в стороночку, да, а там уже включается в работу вес груза, бланк и так далее. Она сама подсекается, ну и делает уже вот этот вот самый важный сильный рывок, да, где она затекается еще больше. Мы видим эту поклевку на трещотке, получается, господи, на ночь глядя из головы все вылез, на трещотке фрикциона. Вот. Ну и все, берем удочку, фрикцион чуть подтягиваем и начинаем вываживание. Вот. Вещь очень эффективная, особенно в сочетании с эхолотом. То есть, когда видно, на какой, получается, глубине находится рыба, да, то есть мы можем с помощью вот такого мультиколора, да, определить, на какую глубину мы опустили нашу приманку. Ну, соответственно, задача, да, чтобы приманка оказалась на том же горизонте, что и рыба. Вот. И все. Здесь каждые 10 метров отмечены разным цветом, да. То есть розовый, желтый, зеленый, фиолетовый и так далее. Вот. Надо, например, опустить на 50 метров. Не проблема. Отсчитали 5 разных цветов, но лучше 6. Да? Чуть поглубже можно опустить. Или наоборот, чуть повыше. Ну, в зависимости от ситуации. То есть, если, допустим, течение сильное, то лучше отпускать чуть глубже. Вот. Потому что леску уже как бы вытягивает в дугу, да, и она идет в воде так немного диагонально. Вот, поэтому поглубже. Если течения нет, то прям на ту же. Или даже чуть выше, потому что много рыбы, большинство рыб, они наоборот любят подниматься. Напишите в комментариях, на какие оснастки донную морскую рыбу ловите вы, и в следующих роликах мы постараемся их протестировать. Ну а на сегодня все. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, если видео было для вас полезно. Ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропустить следующие интересные ролики. Вот, спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.